Привет, друзья! Сегодня мы расскажем о 15 самых больших пустынях мира. В одних пустынных просторах невыносимо жарко, а в других до смерти холодно. Одни места с удовольствием посещают туристы, а другие стараются обойти десятой дорогой. Посмотрите ролик до конца, чтобы узнать, есть ли жизнь под палящим солнцем и аномальным морозом. Какая пустыня наводит ужас зыбучими песками и затуманивающими разум миражами. И почему некоторые пустынные регионы до сих пор до конца не изучены исследователями. Так что садитесь поудобнее и поехали в путешествие по самым крупным пустыням нашей планеты. Большая песчаная пустыня. Вторая по величине пустыня Австралии расположена на северо-западе континента. В различных источниках представлена разная информация о размерах пустыни, но Австралийское министерство окружающей среды и наследия указывает цифру 284 тысячи квадратных километров. Большую часть ландшафта составляют песчаные массивы, барханы, дюны, летучие пески и солончаки. Местами красные дюны перерезают овраги, в которых протекают сезонные водотоки. Это одно из самых жарких мест Австралии с максимальной температурой до плюс 35 градусов Цельсия и довольно сухим климатом. На широтах пустыни веками жили аборигены, а некоторые племена обитают здесь до сих пор. Часть аборигенов продолжает чтить традиции предков, но некоторые из них ассимилировались и сейчас занимаются туристическим бизнесом. Местные жители проводят экскурсии по заповеднику Улура-Ката-Тьюта, окуная путешественников в культуру своего древнего народа. Такламакан. Необычно красивый и немного пугающий простор зыбучих песков. Это самая большая безводная часть Китая, занимающая 337 тысяч квадратных километров. Такламакан – классическая пустыня с пыльными бурями, изнуряющей жарой, райскими оазисами и затуманивающими рассудок миражами. Пустыня находится в сердце Таримской впадины, окруженная величественными горными хребтами Таньшань, Куньлунь и Паримским Нагорьем. Такламакан покрыта настоящими песчаными горами, огромными барханами, достигающими высоты нескольких сотен метров. В летний период температура поднимается до плюс 40 градусов Цельсия, а песок раскаляется до 100. Зимой столбик термометра опускается до минус 20 градусов мороза. Здесь бесследно пропали многие экспедиции и караваны. А само название толкуется как пустыня смерти или место, откуда не возвращаются. Каракумы. Песчаные просторы пустыни раскинулись на 350 тысяч квадратных километров и занимают 3/4 площади Туркмении. В переводе с тюркского слово «каракумы» означают «черные пески». Территория пустыни делится на заунгусские, центральные и юго-восточные каракумы. Рельеф представляет собой пересеченную равнину с преобладанием гряд, бугристых и бархатных песков. Зачастую между грядами образовываются солончаки и такыры, характерные узоры на засохшем глинистом грунте. В юго-восточной и центральной части пустыни проживает около 15% жителей республики. Наличие мелкой растительности позволяет людям заниматься земледелием и скотоводством. Также местные задействованы в нефтегазовой промышленности, ведь в недрах туркменских песков находятся большие месторождения нефти и газа. Чиуауа. Большая засушливая равнина расположена на границе Мексики и США. Она принадлежит сразу к 3 штатам США и 5 штатам Мексики, включая одноименные Чиуауа. Пустыня занимает более 360 тысяч квадратных километров, а ее ландшафт усеян горными грядами. Чиуауа простирается на возвышенности, поэтому климат там довольно мягкий. Широкие каньоны с плоским дном, по краям которых вытянулись горы с плоскими вершинами, напоминают фильмы о Диком Западе. Ближе к штату Аризона территория Чиуауа устелена опустыненными степями. В направлении Нью-Мексико поверхность простора белая, как будто укрыта покрывалом. Это связано с тем, что здесь песок образовался не из кварца, а из белого гипса, что представляет собой потрясающее зрелище. На территории Чиуауа есть несколько больших городов. В одном из них находится невероятная пещера, полностью заполненная гигантскими кристаллами. Кару. Жаркий регион на юге Африки, растянувшийся на 395 тысяч квадратных километров.
Пустыня занимает треть ЮАР и часть Намибии. По типу поверхности она каменисто-глинистая. Выглядит Кару как бесплодная и безжизненная местность, покрытая редкой растительностью и пересеченная каменистыми горами. В восточной части пустыни преобладает средиземноморский климат, но на большую часть региона влага не поступает. Этому мешают Капские горы. Интересно, что зимой здесь выпадает наибольшее количество осадков, и весной пустыня расцветает. Несмотря на сильную засушливость, растительный мир Кару намного богаче, чем в других пустынях африканского региона. Кару нельзя назвать популярным туристическим местом, но время от времени сюда приезжают путешественники, чтобы увидеть это почти нетронутое людьми чудо. Патагонская пустыня. Песчано-каменистый простор Южной Америки. С одной стороны пустыни находится подножье Анд в Аргентине, а с другой — берег Атлантического океана. Она занимает более 400 тысяч квадратных километров, но из-за труднодоступности является одним из малоизученных мест. На просторах Патагонской пустыни раскинулись огромные ступенчатые плато с крупными склонами и глубокими каньонами между ними. В центральной части преобладают кустарниковые растения, которые ближе к западу сменяются травами. В холодном пустынном регионе зима протекает около 7 месяцев, а лето — около 5. Максимальная температура воздуха поднимается до плюс 13 градусов Цельсия, а заморозки могут быть в любое время года. Большая пустыня Виктория. Самая крупная песчано-солончаковая пустыня Австралии охватывает площадь более 420 тысяч квадратных километров. Свое название суровая пустынная местность получила в честь королевы Британии Виктории. Ландшафт пустыни состоит из величественных песчаных холмов, устланных гравием равнин, пастбищ и соленых озер. Из растений здесь в основном встречаются эвкалипт и низкорослая акация. Максимальная дневная температура – плюс 40 градусов Цельсия, минимальная – минус 18. Несмотря на слишком засушливый климат и непригодность к сельскохозяйственной деятельности, в пустыне живут племена австралийских аборигенов. Эти люди упорно отказываются переселиться в более благоприятные места. Большая часть нетронутой дикой природы жаркого региона имеет весомое культурное значение и является одним из 14 биосферных заповедников мира. Пустыня Большого бассейна. Самая крупная пустыня США, занимающая площадь 492 тысячи квадратных километров. Рельеф представлен широкими долинами, усеянными кустарниками и окаймленными горными хребтами. Здесь преобладает умеренный климат с жарким летом и холодной зимой, во время которой может даже выпасть снег. Это связано с тем, что пустыня расположена высоко над уровнем моря и пролегает через несколько штатов – Невада, Калифорния, Юта, Айдахо и Орегон. Пустыня расположена между горным хребтом Сьерра-Невада на западе, скалистыми горами на востоке и небольшими пустынями Сонора и Мохаве на юге. Большую часть года здесь слишком засушливо, потому что горы создают барьерный эффект для поступления влаги из Тихого океана. Калахари. Одна из самых известных и красивых пустынь мира. Просторы Калахари занимают примерно 600 тысяч квадратных километров, покрывая 70% Ботсваны, часть Намибии и ЮАР. Эта уникальная экосистема устлана красными песчаными дюнами, широкими низменностями и пересохшими руслами рек. Здесь находится никуда не впадающая река Окаванга, где могут утолить жажду многочисленные животные саванны. В песках Калахари присутствуют окиси железа, которые окрашивают пустынные горизонты в оранжевые, красные, розовые и буро-коричневые тона. Именно в Калахари встречаются загадочные поющие пески, что звучат как крики духов, заточенных под землей. На самом деле это синхронное движение песчинок под влиянием ветрового потока выдает звук, напоминающий перелив флейты. Сирийская пустыня. Жаркая пустынная территория на Ближнем Востоке простилается через Сирию, Иорданию, Ирак и Саудовскую Аравию. Каменистый регион песчаной пустыни и степей со скудной флорой занимает около 1 миллиона квадратных километров. Климат здесь субтропический с максимальной температурой плюс 30 градусов Цельсия. На севере пустыня сменяется более плодородными землями, а на юге переходит в пустынные широты Аравийского полуострова.
С древних времен Сирийская пустыня является важным транспортным узлом между Средиземноморьем и Месопотамией. Только теперь караваны верблюдов сменили на скоростные трассы и современные автомобили. Также пустыню пересекают нефтепроводы, перекачивающие нефть из Персидского залива к портам Средиземного моря. Гоби. Крупная пустыня Азии, общая площадь которой составляет 1,3 миллиона квадратных километров. Просторы Гоби протянулись от Алтая до предгорья Тянь-Шаня, заняв часть Монголии и северной провинции Китая. Песка здесь немного, большую часть рельефа покрывает глина и камни. В пустыне есть множество подземных источников пресных грунтовых вод, небольшие соленые озера и несколько водотоков. Гоби обладает резко континентальным климатом. Летом температура достигает плюс 45 градусов Цельсия, а зимой – минус 40. Ученые выяснили, что пустыня постоянно увеличивается в размерах. В целях предотвращения расширения засушливых земель правительство КНР запустило проект «Зеленая китайская стена». Легенда гласит, что именно в Гоби находится вход в загадочную Шамбалу, страну, которая является источником всех знаний нашей Вселенной. Но только вот найти этот вход пока еще никому не удалось. Пустыня Аравийского полуострова. Этот комплекс пустынных регионов, занимающий 2,3 миллиона квадратных километров площади Аравийского полуострова. Большая часть пустыни находится в Саудовской Аравии и также занимает часть территории Ирака, Иордании, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Йемена и Омана. Широкие просторы региона занимают движущиеся барханы и песчаные массивы, окруженные с востока горной цепью. Большая часть Аравийской пустыни абсолютно необитаема и имеет весьма скудную флору и фауну. На это повлияли резкие перепады температур. Днем здесь может быть плюс 55 тепла, а ночью минус 12 мороза. Частые песчаные или пыльные бури, сильные ветра и малое количество осадков. Аравийская пустыня привлекает туристов золотисто-красными пейзажами, красотой восхода и закатами, редкими оазисами и уникальным бытом местного населения, бедуинов, проживающих здесь более 3000 лет. Арктическая пустыня. Природная ледяная зона Земли, расположенная в районе Северного полюса. Она охватывает Северный Ледовитый океан, окраины Атлантического и Тихого океана, а также северные окраины Евразии и Северной Америки. Территория арктической пустыни свыше 75 градусов северной широты занимает более 2,6 миллиона квадратных километров. Почти круглый год здесь лежит снег, а температура может опускаться до минус 60 градусов. Рельеф состоит из гор, ледников и равнинных участков, покрытых льдом и снегом. Арктическая пустыня считается почти совсем безжизненной. Редко где можно встретить мох, лишайник или осоку. Несмотря на суровые условия, в арктических широтах есть места, заселенные животными и людьми. Также в длинную полярную ночь в Арктике можно увидеть фантастическое явление природы – северное сияние. Сахара. Самая большая жаркая пустыня и вторая по площади пустыня Земли. Сахара занимает около 8,6 миллионов квадратных километров, то есть примерно 30% африканского континента. Пустыня раскинулась в границах 11 государств, но легко попасть в Сахару можно лишь из Египта, Туниса и Марокко. Разнообразный ландшафт представлен каменистыми плато, солончаками, вулканическими образованиями, нагорьями, грядами и, конечно же, песчаными барханами и поодинокими оазисами. Здесь редко идут дожди, а пропитанный тончайшей пылью сухой воздух нагревается до плюс 50 градусов Цельсия. В Сахаре можно встретить оазисы, водоемы с обильной зеленью вокруг. В таких местах обитает около 2,5 миллиона людей. На протяжении года путешественники могут до 200 тысяч раз видеть миражи в жаркой пустыне. Даже существуют специальные карты, где, вероятнее всего, можно столкнуться с волшебным оптическим явлением. Антарктическая пустыня.
Возможно, вы удивитесь, но это самая огромная пустыня в мире. Пустынный простор Южного полюса охватывает 13,8 миллионов квадратных километров, практически всю территорию островной и материковой суши Антарктики. Вместо мягкого песка и жаркого солнца здесь лед, снег и холод. В зимние месяцы температура воздуха опускается до минус 70 градусов Цельсия, а в летние не поднимается выше минус 20. В 2018 году в Антарктиде была зафиксирована рекордно низкая температура – минус 98 градусов. Из-за сурового климата растительный и животный мир холодной пустыни очень беден. В антарктической пустыне проживает всего около 5000 человек. И то это работники метеостанций и научных экспедиций. По словам ученых, в толстых льдах Южного полюса хранится до 90% мировых запасов пресной воды. Антарктида — это самое прекрасное, безжизненное место на Земле. Наша планета удивительна и многогранна. Казалось бы, ничем не примечательные засушливые места, но как же они прекрасны, таинственны и притягательны. Это был рейтинг 15 самых больших пустынь мира. Делитесь внизу в комментариях, в какой из этих пустынных регионов вы бы с удовольствием отправились в путешествие. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!